CMF Buds 2 Plus, вот они называются, вот такие, вот такой вот дизайн прикольный, смотрите, какие милашки. Синенькие, есть беленькие, и это вот наушники, которыми я пользуюсь. Ну, правда, я пользуюсь не Buds 2 Plus, я решил для себя ими попользоваться, попробовать. Я использую Buds Pro, вот такие вот от CMF. Это та же самая компания Nothing, которая выпускает смартфоны. Это CMF by Nothing, если вы не знали. И они оснащены шумодавом 50 дБ, у них гибридный этот самый шумодав. Harris сертификация, IP55 защита, но это все мелочи жизни, потому что я CMF люблю немножко за другое. Затратные басы и время работы. Вот об этом всем мы сегодня поговорим. Стоимость их от 50 до 70 долларов, в зависимости от продавца. Где там продавцы долго отправляют, где-то чего-то еще, но мы вам ссылки разместили в описании под видео. А вы подписывайтесь, нажимайте колокольчик, и будем с вами рассматривать настоящие ТВС наушнички от Nothing CVF Buds 2 Plus на канале Технозон. Поехали. Технозон. Ну, давайте посмотрим. CMF by Nothing, Buds 2 Plus. Сам по себе, ну, Hi-Res аудио сертификация, именно Hi-Res Audio Wireless, LDAC кодек. Любимый шрифт. Любимый шрифт. Хочу посмотреть, что же они там сразу, как он у нас выглядит. Воу-воу-воу. Ах ты ж, зараза. Смотрите, как красиво. Сейчас мы достанем это все действие. Будем открывать, сразу отрывать. ABS пластик. Очень прикольный. Вот эта вот выемка, она просто топовая. А для чего она накрутится? А что она дает? Здесь можно, знаете что? Ремешок, скорее всего, прилепить. Сейчас посмотрим, что тут есть в комплекте. В комплекте у нас есть амбушюры. И все. Ох уж этот минимализм современный. Давайте вскрывать. А как они вскрываются? Или что? Что вообще происходит? О, все, я понял, что это за крутилка. Короче, фигня какая-то. Смотрим на сами наушники. Ой, смотрите, как красивый дизайн, просто топовый. Просто топовый. Сразу бросаются в глаза многомикрофонная система. Микрофон раз, микрофон два, сверху микрофон 3. А где тут раз, два? Ну, два я вижу. Два вижу, три вижу. Трехмикрофонная система. Сеточка на амбушюре есть. Это вот сразу могу сказать. Смотрите, это очень хорошо. Пластик достаточно прикольный. Немножко дешевато, дешево, потому что чувствуются вот эти переходы. Ну, посмотрим. Посмотрим сейчас на эргономику. Очень легкие. Могу сказать, что мега легкие наушники. Здесь, скорее всего, какая-то кнопка, потому что это первое знакомство. Кейс, обыкновенный пластик, Buds 2 Plus. Ну, у нас кроме такой вот инструкции ничего нет. Амбушюрки. Амбушюрки, я так понимаю, что у нас... Блин, ну в бумаге, ну елки-палки. Ну неужели нельзя было сделать в нормальном пакетике, для того, чтобы потом это все не терять, а? Давайте сейчас откроем. О боже. Ага. Комплект амбушюр. Смотрите. Они мягкий силикон с сеткой встроенной. Мягкий силикон с сеткой. Я вам скажу так, смотрите, юбка жесткая, то есть это будет хороший фиксатор. Юбка нормальная, смотрите, она даже тут у нас узорная. Вернее, посадочное место юбка, сама по себе мягкий силикон, достаточно качественный. Я вижу здесь контактную группу, смотрите, как интересно сделано по дизайну. Контакт, видите, на магните держится и сразу магнитится к коробочки. Ну, я вам скажу, за дизайн плюс, материалы плюс, то есть где-то так 4 из 5. Железно это все. Вот, знаете, они не столько стоят, насколько они ощущаются тактильно. Тактильно очень классно. Давайте переходим, посмотрим эргономику. Теперь эргономика. Эргономика именно вот этих вот бацев. Вставляем. У меня средняя амбушюра, стандарт, вообще стандарт. Сели неплохо, не чувствую пока хорошего вакуума. Сейчас, смотрите.
То есть, каким образом это выглядит. Достаточно анатомично. Я не ощутил особо какого-то сильного давления. Плотно сели. Теперь тест на выпадание из уха. Давайте очки снимем. Тест на выпадание из уха. Выпадают. Амбушюру под замен. Все. Сразу говорю. Но я вам скажу, да, это тоже выпадает. То есть это означает, хотя так вот вроде бы на первый взгляд они не выпадут, но при очень активном занятии спорта может быть разное. То есть я не скажу, что амбушюра прям вот такая самая хреновая, но факт остается фактом. Я обязательно показываю. Мне удобно, я их не ощущаю. То есть я не ощущаю давления на ушную раковину, да, особенно на вот эти вот, на каналы. И все именно идеально. Давайте так. 3,5, 3,8 из 5 вот мой балл эргономичности. Именно только за то, что нужно менять амбушюру, и то не по... Ой, оно только что квакнуло. И то не по моменту звучания, именно по моменту носки. То есть могут выпадать, могут потихонечку выталкиваться. Амбушюра чуть плотноватая. Ладно, поехали тестировать дальше. Мы увидели сейчас распаковочку. И эргономику. И они действительно заслуживают внимания. Вот, хотя амбушюру сразу меняйте. Вот меняйте амбушюру, ставьте достойные амбушюры, не жмотьтесь. На текущий момент вы видите ссылочку MANS 2+. Но настолько, здесь, кстати, 117 пробных, настолько они обрезают информацию, то есть, что они тут дают там? Sound Unit. Я готовился к обзору, я себе сделал некоторые выписки. Драйверы здесь 12-мм динамические звучатели с композитной диафрагмой LCP плюс PU. Они об этом, в принципе, не особо-то пишут. Кстати, они очень действительно легкие, я вам уже говорил. 4,5 грамма на одно ушко, или так, примерно один лист бумаги формата А4. Поддерживает кодеки AAC, SBC, LDAC, IP55, это мы уже с вами. И вот, кстати, вот этот вот шумодав у нас обеспечивает алгоритм Clear Voice. Вообще диапазон подавляемых частот до 5400 Гц. Хотя, опять же, они об этом у нас почему-то не заявляют. Имеется режим прозрачности, пропускания внешних звуков. А вот долгоиграемость этих наушников – это отдельная тема, чтобы вы понимали. Дело в том, что здесь батарея в самих наушниках 53 ампер-часа и 460 миллиампер вот этот вот кейс. Так вот, я вам, то, что они там заявляют, сколько он работает, давайте я вам сейчас покажу. 14 часов сингл батарей Life, я вам скажу, 12 честных я получал, но я вам рассказываю. Дело в том, что вы ее получите при отключении всей постобработки. То есть вы будете использовать как простые наушники, без шуадава, без, там, допустим, включения низкого задержки, 14 часов спокойно выдержите. Конечно же, как только вы включаете режим шумодава, у меня получалось, я вам скажу так, смотрите, с кодеком LDAC 6,5 часов у меня без АНЦ получалось. Кейсом общее время работы достигает 61 час, но это все фигня. А вот от одного заряда кодек ААЦ без АНЦ получается 14 до 14, он у меня будет 14, 12, 13, рассчитывайте, и 8 часов с АНЦ. Это просто охренеть. Кейс заряжается примерно за час до 90%, и 8 часов прослушивания у нас будет за 10 моментов кейса. И что самое интересное, это один из лучших показателей на рынке по долгоиграемости, по продолжительности проигрывания. Например, вот эти вот CMF, которые у меня, охренительные наушники, у них 10 часов для полного размера. Это вообще, вот, знаете, компания CMF именно на этом сделала упор. Давайте посмотрим, что нам еще тут пишут. 50 дБ гибридная ANC, персональный саунд, LCP драйвер, это мы уже поняли, 6 HD микрофонов, и, конечно же, есть Dual Connection. Ну, ChatGPT интеграция, это сейчас пишут все, он просто работает как обыкновенный микрофон, по факту. Дальше тут они ничего больше интересного не пишут. 68 качественных контрольных протоколов и 95 тысяч тестов. Ну ладно, много вы чего любите. Смотрите, поддерживает Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Bluetooth 5.4, детект тому, что они в ушке, то есть когда вы можете снимать, одевать. Теперь есть Touch Control, и все, и больше они ничего нам не заявляют. Вообще, я вам скажу, очень классное приложение есть. Я сейчас буду уже вам включать приложение. Перед делом я включу приложение, конечно же, мы их одеваем.
Так, сейчас у нас призрачный режим, это я слышу. Смотрите, давайте проверяем сразу же на LDAC подключение. Мы видим кодек LDAC поддерживает, чтобы вы понимали, на таком кодеке до 960 килобит может передавать музыку, это очень круто. Теперь следующее. У нас есть с вами приложение. NASenX называется приложение, но все подходит под CMF плюс NASen. Технология CMF, CMF+. Итак, у нас сейчас прозрачность. Я слышу все. Шумодав включаем. Есть адаптивный, есть высокий, средний, низкий, но давайте сразу иду к вам давать свои отзывы моего пользования этими CMF. На шумной дороге я слышу проезжающие машины, как такое, как трахтение швейной машины. То есть на высоких шумодав не сильно работает. То есть я бы назвал АНЦ посредственным. Хотя вот шум ветра, он охренительно отсекает. Отсекает сейчас ноутбук. Вот смотрите, сейчас я не слышу ничего. Я слышу только себя, свой голос. Но, Леша, включи, пожалуйста, запись микрофона без какого-либо шумодава. Шипение конкретно ноутбука. Заявлено до 50 дБ, но по факту эффективность обычная для своего класса. Вот фактически полностью в транспорте или на улице вы все равно будете дальше слышать. Громкие звуки по типу там голоса, гудки, вот такое, знаете, резкое, оно будет просачиваться. Кстати, не одни они таким страдают. Вообще хочу вам сказать, что у них достаточно такой агрессивный алгоритм микрофонов. Ну, например, давайте мы сейчас поговорим с Лисичкой, а потом я вам объясню, что я имею в виду. Так, привет, Лисичка, ты меня слышишь? Да, привет, слышу тебя. Так, теперь вопрос, слышишь ли ты ноутбук? Здесь мы ENC оцениваем. Нет, я слышу только твой голос. Шум, здесь конкретный шум. У меня нет. Ага, у тебя нету шума, хорошо. А я тебя слышу вообще шикарно, вообще, если честно, то есть, прям вообще вопросов нет по качеству связи с твоей стороны. Главное, чтобы у тебя не было вопросов по качеству связи своей. Все хорошо, спасибо тебе огромное, поэтому пока. Послушали? А теперь смотрите. Дело в том, что при звонках система ENC полностью вычищает фоновые шумы, из-за чего голос передается не самый натуральный голос. Собеседник тебя слышит вообще без шумов, но тембр голоса абсолютно плоский, он цифровой. В шумном месте это, конечно же, оправдано, однако вот в тишине такая стерильность, звучание может показаться вообще абсолютно приятно. Хотя при том, что, например, если я записываю через наушники просто звук, просто видео, то все совсем по-другому. ENC там фактически не работает. Давайте это сейчас вам вставочка, как я записывал на улице. Тест записи в этих вот наушниках на улице. Насколько сейчас, я вам объясню, у меня шумодав работает шикарно. Я прямо сейчас в них ничего не слышу. Здесь недалеко проходит трасса и летают самолеты. Как ни странно, но есть как есть. И вот вы сейчас слышите оригинал записи этих наушников. Вы сейчас услышали, да? И все. Давайте теперь по особенностям приложения. У нас есть ультрабас. Его нужно включать и отключать. Это можно регулировать уровень ультрабаса. Можно делать свои настройки. Я делал, что сделал себе испытания своих ушей, он оценивает глубину канала, различные формы звука, как он передает, и вы, грубо говоря, выстраиваете эквалайзер конкретно под ваши уши, потому что те замечания, которые я буду делать, я сейчас слышу своим слухом, или слушать своим слухом, и, конечно же, с учетом коррекции на мой слух. Есть эквалайзеры. Эквалайзеры у нас идут по пресетам рок электронного усиления вокала, классический пользовательский, не классический эквалайзер, а просто вот вы вот играете с вот такой вот фигней, честно говоря, не особо я такое люблю. Вот такие вот эквалайзеры языковые. Вы просто смещаете в какую сторону. То есть у вас полосного эквалайзера нет. Есть пространственный звук. Пространственный звук неплох, дает более широкую сцену, но оцениваем базовую сцену. Режим малой задержки подходит для просмотра видео, для игр, но отключается любая постобработка, ваши настройки звука работать не будут, и есть двойное подключение. То есть если мы включим двойное подключение, то мы сможем с вами добавить сюда, то есть вы фактически вторым устройством ищете ваши наушники, подключаетесь. Но в CMF реализовано немножко не так. В CMF есть 3, 4, 5 устройств, вы можете подключить 6, и просто клацать и переключать между устройствами. То есть 2 одновременно, множественное подключение
Ну, вот, например, я вам сейчас сделаю в сенсационе. Я сейчас специально, там, где используются мэры большие, я их даже специально включу. Я просто сделаю вам скриншот для того, чтобы вы видели. Еще раз. Для того, чтобы вы видели, что можно подключить более двух устройств, но просто переключаться между ними. Вот как это называется. Двойное подключение. Я делаю вам скриншотик и обязательно я его приложу. То есть вы можете... Знаете, вот я сейчас отключу технозон OR, второй скриншот, чтобы у вас было понимание. То есть 2 скриншота для подключения. У CMS это работает система просто шедевральная. Я прям классно подхватывает, но при работе с WhatsApp на компе, если подхватила в телефон и обратно, то WhatsApp выдаст недоступен микрофон и придется перезагружать. Но это касается только WhatsApp. Я вот с этим сталкивался. В настройках устройства у нас есть включение режима обнаружения руха, выключение, определение подходящего размера вкладышей. То есть здесь вы просто-напросто проводите испытание, такое он посылает пинг, и просто не снимать наушники, после этого вы получаете. Вот все. Вот у меня мои вот middle размеры вот этих вот вкладышей, они всегда срабатывают. Нужно также найти и переключить кодеки AAC или LDAP. Все, с этим все отлично. Конечно же, есть тонкие настройки переключения, допустим, управления переключения, там двойное касание, тройное касание удержания, нажимаете 2 раза удержание. Это все классно, это все хорошо. Но нас интересует больше именно характер испечания. Ну вот давайте по общему вам скажу, потом мы будем слушать уже саму музыку. Дело в том, что по басу главный вообще герой звукового спектра, очень много, он насыщенный, глубоко проработанный, низкие частоты явно усилили намеренно, звук мощно ударяет по ушам, вот именно, знаете, так классно, и с ощутимой, конечно же, атакой и напором. Дело в том, что даже сам бас чувствуется именно физически, не то, что присутствует, он чувствуется физически. Наушники способны донести вибрацию самых низких частот. И при том, что они сумели совместить это все с тем, что не чувствуется гула какого-то, нет каши этой гудящей, и как бы с басом вот вообще отлично. Плюс еще вы можете в приложении степень ультрабаса регулировать. Однако избыток чуть-чуть сыграл свою роль, иногда появляется вот эффект вуали, когда низкие частоты перекрываются бы средние и высокие, но это уже такое на любителей. А вот средний ощутимо отступает на второй план. Вокалы, основные инструменты звучат слегка отдаленно, вокальные партии не отступают вперед, вернее, не выступают вперед, и они не цепляют по сути. Хотя этот недостаток можно немножко исправить с помощью эквалайзера. И по высоким. От высоких конкретно не хватает, их заметно не хватает. Верхний уровень, верхний диапазон приглушен, деталей воздуха немного, тарелки и струны звучат смягченно и без яркого акцента, что в принципе сказывается на общем качестве музыки, которая, в принципе, которую мы прослушиваем. То есть для любителей кристально чистых высоких вот это, я думаю, что не подойдет, что он будет ощущаться вот этот вот недостаток прозрачности. Однако есть и плюс в этом. Наверху нет вот этой вот резкости песка, которая иногда некоторых раздражает, особенно в струнах. Ну, ладно. Давайте послушаем именно по жанрам. Я начну, наверное, со своего любимого жанра джаз, потому что он и порадовал, и разочаровал. Сразу говорю, джазу я здесь дал 3 из 5, даже 3,5 из 5, давайте так. Послушаем чуть-чуть джаз. Хотя очень много я уже слушал, я просто поделюсь с вами своими впечатлениями. Сейчас. В джазе наушники показывают абсолютно... Давайте я поставлю наушники, чтобы они были передо мной, чтобы они не наречлены. Ой, джаз, верните мне джаз. Заела. Давайте, вот, джаз. В джазе наушники показывают умеренный результат. С одной стороны, контрабас, ударная установка отлично, они получают, как сказать, явную плотность, наверное, так будет красивее сказать, да, ритм секции звучат солидно, все классно. А с другой стороны, саксофон, фортепиано, тарелки подаются сглаженно, очень сильно сглаженно. Давайте сейчас. Сцена достаточно узкая, вот для сложного джазового ансамбля очень узкая. Хотя для ненапряженного прослушивания джаза, например, какого-нибудь вокального, ну давайте вот
вокал поставим. Сейчас чуть-чуть. Они подойдут для такого, для расслабленного прослушивания. Она видеофильской вот этой вот точности джазу здесь точно нет. Давайте пойдем, наверное, по попсе. Я просто джаз слышал и заканчивал слушать джаз на ней. Но нет, давайте по попсе. Современная поп-музыка с обилием битов, электронных элементов звучит мощно и весело. Сразу говорю. Давайте что-то веселее включим. Бас тут задает драйва по трекам, однако вокально вот ориентированный в поп-хитах не будут просто-напросто слегка перекрывать голос исполнителя. Я сколько не слушаю. Вот сейчас вот я слышу. В целом для поп-жанра такой звук комфортный, теплый, но иногда не хватает яркости вокала. Тут либо нужно будет уже коррегировать с помощью, скажем так, эквалайзера хотя бы какого-то, либо просто-напросто быть приверженцем именно такого вот момента прослушивания. Но я вам скажу, звучит ли это плохо? Нет, это звучит хорошо. 4 из 5. Это просто то, что я описываю, это особенности звучания. И на такое звучание всегда есть любитель. Давайте, например, там хип-хопчик просто решаем. Тоже такое. Это очень сильная сторона наушников. Тут 5 из 5 сразу. Глубокий бас сразу подчеркивает бит, басовую линию, вот эти все. Они такое качество создает. Класс. Низы бьют так плотно, насыщенно, вообще классно. Как раз то, что надо для хопа и R&B. Он нравится. Мяу. Сейчас чуть-чуть громче сделаем. Голоса рэперов звучат очень неплохо. Хотя чуть-чуть приглушенно из-за общей теплоты звука. В целом, хип-хоп композиции, сколько я не слушал, они ощущаются драйвово, с ощутимым таким низкочастотным ударом на этой. Вот. 5 из 5. 5 из 5. 5 из 5, сразу говорю, 5 из 5. Электроника, EDM, электрохаус, драм н бейс, прочие электронные жанры звучат на бас-стропе очень энергично. Это сразу говорю. Бочечки, знаете. Каждую бочку ощущаешь, как всем телом, и создает такой мощный ритмический фундамент. Не захлебывается вообще, бас собранный такой хороший, бас прям проработали. Там, где больше синтезаторных линий сейчас. Здесь прям физически чувствуешь, прям дрожь. Сглаженные верха, вот эти вот. Оно чуть-чуть его делает мягким, такое сглаженное. Но общее впечатление от электроники охренительное, вообще просто увлекающее, с классным драйвом. 5 из 5, железно. 5 из 5. Классная композиция, разворачивается хорошо. Не, ребята, вообще классно. Прям вот если любите бас, это прям будет она давать еще. Вот это я люблю. Да, 5 из 5, мое мнение не меняется. Для электроники, хип-хопа это прям вообще шикарный нонсенс, просто шикарный. По классике, сразу говорю, вот мне больно это слушать, 2,5 из 5, это максимум, что я могу дать. А знаете, в чем проблема? Дело в том, что теплый бас, который здесь, знаете, он делает сам по себе общий тембр оркестра немножко более густым, я бы так это назвал, более чем нужно, скажу вам. В
средние вот эти вот скрипки духовые, они отодвинуты сильно, хотя они звучат чисто, но... А высоких для скрипичных нот, вот этих вот верхних и флейт немножко не хватает, и из-за чего сцена вообще кажется вообще не воздушная, такой, знаете, плоская. Не. Все слышно, все разделимо, все классно. Сейчас по сцене еще поговорим. Я не хочу это слушать. Я не хочу этих наушников слушать классику. Я вам объясню. Дело в том, что сюда относится и акустика, хотя акустика без басовой составляющей звучит более-менее. Я вам скажу, я тоже акустику слушал, вокальные, давайте они сейчас. Вот. Хорошо, ну, она такая, знаете, она мягкая, такая софт-акустика. И гитара сильно такая басистая получается. Вот, знаете, у меня была когда-то болгарская акустическая гитара. Она была огромная, ну, неплохо. Вот когда нет вот этой вот густоты от, допустим, от оркестра, то акустика звучит. Если классика 2 из 5, то акустика, ну, давайте так, 3, 5, 4 даже, может, из 5, но это вот вокальные какие-то композиции. Вот, вообще вокал чистенький, все хорошо, все это немножко задвинут. Но нельзя слушать, можно, ближе к 4 из 5. Вот это уже прям хорошо. Фортепиано чуть такое стало... Точно. Давайте роковые еще композиции, потом поговорим про сцену и будем заканчивать. По року у нас тут... Давайте так. По экстремальным жанрам, по типу металл, то есть там тяжелые... Металл-кор, какой-нибудь дэт-металл, Mad Plus вот вообще обеспечивает мощный бас-барабан и пустой низ, и, в принципе, это все придает тяжести звучания, как это должно быть, знаете, как люди. Как люди любят. Но при этом, хотя вот, например, те же самые тарелки, они будут звучать, это, наверное, из классики, что-то сейчас. Это классическое, сейчас минутка. Хотя, я вам скажу, рифы не мешаются в кашу. Серьезно. Детализация, вот, она, к счастью, неплохая. Быстрые барабанные дропы, вот эти все гитарные партии, они различимы. Но тарелки звучат тихо, я их вообще почти не слышу. Вообще, я вам скажу, для тяжелых партий такая подача, она приемлема, но не является... наверное, лучше. То есть 3-5 не дотягивает до 4 из 5. А классический рок, ну, в принципе... Ой, это я шепнул. Подожди. Здесь очень классно стерео обработано. Нету каши. Вот ее нет. Они подходят для металла, но не хватает чуть вот этой вот яркости. Чуть-чуть бы яркости было бы 4,5 из 5. Неплохо. А для классического альтернативного рока это такой средний результат. Тут я бы ставил бы 3 из 5. Не хватает вот этого панча тарелок, атаки гитарных струн. Все, опять же, из-за басовой направленности самих этих наушников. А по сцене, по звуковой сцене у нас все очень-очень просто. Она типичная для ТВС-наушников среднего уровня, без специальных эффектов она воспринимается достаточно узкой, и двухмерные инструменты и источники звука располагаются в основном по ширине лево-право, заполняя пространство между ушами. То есть локализуется для ТВС есть четкая, конкретная вот характеристика сцены. Да, это не какие-то там... Например, если брать какие-то очень крутые наушники из Китая, вот есть такие, знаете, там кастомные, родные, да, там берешь, а у них
прошло разделение. Два каких-то драйвера высокочастотные, твиттеры, сабвьюферы, все. Там, конечно, там разгуляться можно. Здесь все примерно понятно. 12-миллиметровые эти излучатели, и все хорошо, но я вам объясню. Панорама очень отчетливая. Ты можешь, в принципе, в некоторых моментах, особенно если будешь использовать шпатель саунд, да, который там есть, этот пространственный звук, можешь даже четко разрисовать, где есть какие стоят инструменты, да, какие стоят исполнители. Это говорит всего лишь о достойной разборчивости сцены в плане левого и правого положения. То есть классно отрабатывает стерео, вот эта балансировка стереозвука, но абсолютно она не говорит о том, что это может дать вам ощущение какого-то пространства, либо зала, или глубины оркестра. То есть джаз-бенд будет ощущаться как в маленькой комнатушке. Оркестр большой, вы будете, да, понимать, что там слева-справа он будет у вас какой-то за пленкой. Больше всего мне понравилось, как работает R&B, хип-хоп, электроника и попса, ну, потому что там, по сути, изначально по сцене все примитивно, это не живые записи, в основном это электронная музыка, сэмплированная, в которой там, ну, и сцену-то построить, там в основном это стерео-балансировка и играет роль, да. А вот классика так вообще ни за что. Музыка звучит плоско по глубине, и как будто все инструменты фактически на одной плоскости переслушивают. Но вообще у таких наушников есть огромное количество конкурентов. Xiaomi, Realme, там, Baseus, Edifier, там, Sony даже те же самые. Но дело в том, что CMF, Buds Plus и вторые держатся достойно среди конкурентов. Кстати, видишь, держатся достойно среди конкурентов, и они выигрывают явно по установленности. Не самый лучший шумодав. Да, не самый лучший, хотя заявлено на 50 дБ, я думаю, что там 50 и не пахнет, там где-то около 40 дБ, возможно. Но, извините меня, ни один из конкурентов не дает честных там 13-14 часов прослушивания на одном заряде. Ну, ни один не дает, вот честно вам скажу. Плюс он получает свои очки преимущества за коды колда. Давайте так, персонализованный звук, который вы вставили в ушки, протестировали, получили такую классную тему. И если, допустим, вы первый раз возьмете наушники в руки и неподготовленно их вставите в ушки и начнете слушать, то, само собой, вам не понравится. Нужно сделать персонализацию звука, да, настроить себе под свои любимые жанры, и, поверьте, наушники прям заиграют. И нужно учитывать, под какой жанр. Для попсы, для джаза, для попсы, для R&B, для хип-хопа и для техно это прям вот для электроники, это прям топ. Для металла и рока, да, может быть. Для классики нет, акустика сум-сол. Поэтому я их рекомендую. За эти деньги это топ в своем классе по автономности, по технологичности и, я вам скажу, по дизайну. Дизайн действительно прикольный, даже того же самого кейса, сами наушники, хотя они выглядят немножко дешево, но амбушюры надо делать. Амбушюры, вот я сколько тестировал, чуть-чуть я начинаю после там 3-4 часов использования чувствовать их в ушах, что не есть приемлемым для меня. Поэтому мое однозначно, да, мои рекомендации есть. Эти наушники я оставляю себе, как и свои другие, допустим, CMF, а чего я вам желаю? В принципе, если брать Gravity Buds Pro, QC White, то по автономности не будет однозначно хуже, а по звучанию они будут приблизительно такие же. Ну вот цена QC Melody Buds Pro немножко ниже. Да, конкретно. Возможно, стоит обратить внимание на них. Я рекомендую, очень даже рекомендую. С вами был Бабл на канале Технозон.